Друзья, а вы когда-нибудь бывали в настоящем лабиринте прямо на воде, причем практически природного происхождения? Сегодня мы отправляемся в очень необычное место, но давайте все по порядку. Еще ранней весной, когда мы гуляли вдоль Огры, я обещала, что летом мы обязательно отправимся в путешествие по реке. По мелким речкам мы уже ходили пешком, а вот тут без плавсредства никак. Поэтому ради новых впечатлений я обзавелась новым транспортом. И настоящая головоломка началась прямо на этапе сборки. Кстати, напишите в комментариях, у вас есть опыт с надувными каноэ или сапами? Сколько времени уходит на сборку? А пока мы с вами беседовали, работа отлично спорилась. И вот наше каноэ полностью готово. Аккуратно спускаем его на воду, усаживаемся поудобнее и отправляемся в путь. Сегодня мы плывем по Межрагскому каналу. Это рукотворный канал длиной 4 километра, который соединяет озеро Энгуре с Рижским заливом. Его прорыли еще в середине XIX века по инициативе местных помещиков, чтобы осушить прибрежные земли. Из-за этого уровень воды в самом озере упал на 1,5 метра, а его площадь сократилась почти вдвое. Сегодня это популярный водный маршрут. Здесь часто можно встретить людей на сапах и лодках. На карте хорошо видно, как мы подплываем к самому входу в лабиринт. Поворачиваем, и перед нами вырастают высокие стены из тростника. Этот тростниковый лабиринт не случайность. Заросли специально подрезают и поддерживают природоохранные организации, чтобы озеро не зарастало полностью и у птиц оставались тихие заводи для гнездования. Весь водный маршрут от моря по каналу на озеро и обратно выходит около 10 километров. Здесь точно пригодится умение маневрировать веслом и, конечно, соблюдение тишины. Ведь мы в охраняемой зоне, где нельзя тревожить птиц. Но плыть внутри этих высоких зеленых стен – невероятное ощущение. А вот и неожиданная встреча. Лодочка на электромоторе. Оказывается, попасть сюда можно, даже если у вас нет своего сапа или каноэ. В поселке Межрагс, где канал впадает в море, можно взять в аренду вот такое чудо на электромоторе и с комфортом под крышей изучать просторы. К сожалению, местный инфоцентр не прислал мне точные контакты проката, но имейте в виду, теоретически такая возможность здесь есть. Плавание по живому лабиринту – это нечто особенное. Тростник тихо шелестит на ветру, а на воде акустика просто невероятная. Слышно каждую каплю с весла, шуршание каноэ по мелким волнам и даже стрекоз. А с высоты вся эта система коридоров выглядит как настоящая живая карта. Исследовав лабиринт, мы решили посмотреть и благоустроенные берега озера. На карте стрелочкой я отметила наше местоположение. Посмотрите на эту смотровую вышку. Ее верхний ярус сделан как настоящий закрытый домик. Помните, как в прошлые разы мы ночевали в палатке на открытой вышке в самую короткую ночь? А тут условия настоящий люкс. Возвращаемся обратно в канал. Еще когда мы искали место для спуска на воду, я приметила на высоком берегу симпатичную скамейку. Отличное место, чтобы встретить закат. Теперь попробуем отыскать ее с воды.
Мне всегда безумно любопытно заглянуть под зеркало воды. А что же там происходит? Кто там плавает? Хоть видимость тут и не самая идеальная, но разглядеть силуэты проплывающих рыбок нам все же удалось. Пока мы плаваем, расскажу немного о самом парке. Природный парк Энгуре занимает больше 12 тысяч гектаров. Это одно из важнейших мест для птиц во всей Латвии. Здесь зафиксировано около 200 видов. На территории есть орнитологическая станция и несколько наблюдательных вышек. А сам парк открыт для посещения с середины апреля до конца октября. И вот за поворотом показывается тот самый высокий берег с нашей скамейкой. Отличное место, чтобы причалить и встретить закат. Предлагаю на минутку замедлиться и просто послушать вечерние звуки природы. Новое каноэ прошло отличную проверку. Потрясающий получился день. Навигация среди тростника оказалась тем еще приключением, но плыть по этим тихим коридорам на закате – настоящее удовольствие. Очень ценю такие дни за возможность полностью отвлечься от рутины. Лодка на берегу, закат и полное спокойствие внутри. Почаще дарите себе такие тихие моменты. Спасибо, что прошли этот путь со мной. До встречи в следующей истории.